Скоро лето, мы одеваем все самое красивое, яркое. И чтобы окончательно дополнить образ, мы используем аксессуары. И таким аксессуаром служит шляпка. Это натуральное волокно из листьев пальмы. Это тренд этого сезона, поэтому вы должны себе связать такую шляпку. Я рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn. Скоро лето, мы одеваем все самое красивое, яркое. И чтобы окончательно дополнить образ, мы используем аксессуары. И таким аксессуаром служит шляпка. Шляпку можно купить, можно пошить, а можно ее связать. И я вам предлагаю связать шляпу канатье под соломку красивую. Кроме того, этот аксессуар убережет вашу голову от прямых солнечных лучей. Вы будете защищены. Для этой шляпки мы выбрали пряжу рафия. Почему рафия? Это натуральное волокно из листьев пальмы. Нам понадобится 100 грамм этой пряжи. Также крючок номер 4, 6 маркерочков, ну и, конечно же, кусачки. Форму шляпки можно уплотнить либо такой же ниткой в несколько сложений связать, можно использовать ригелин, ну или какие-нибудь подручные средства, какие у вас будут под рукой. Украсить вы можете на свое усмотрение либо ленточки атласные, кружевные, либо бусинками. Это уже ваше желание, как вы хотите. И еще есть такой сюрприз. Если вы досмотрите до конца наше видео, вы о нем узнаете. Приятного вам просмотра! И мы начинаем. Начинаем вязать. Делаем кольцо амигуруми. Обводим 2 пальчика. Вытягиваем петлю. И делаем одну воздушную. И теперь нам надо в это кольцо связать 6 столбиков без накида. Теперь подтягиваем конец ниточки. И у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы связали первый ряд. Второй ряд. В каждую петлю мы делаем по 2 столбика без накида. Будем вязать по спирали без петель подъема. В первую петлю одеваем маркер. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в 6-ю петлю мы делаем 2 столбика без накида. И мы дошли до нашей первой петли. Снимаем маркер. У нас в работе получилось 12 столбиков без накида. Третий ряд делаем 1 столбик без накида в первую петлю. Одеваем маркерочек на него. Из следующей петли из одной делаем 2, то есть в одну петлю вяжем 2 столбика без накида. Дальше продолжаем 1 столбик без накида, следующую 2 столбика. И так вяжем мы до конца ряда.
Так, 4 ряд. Снимаем маркерочек. В первую петлю делаем из 1 2, то есть делаем прибавку. Одеваем на первую петлю маркерочек. Дальше вяжем 2 столбика без накида по кругу. В третью петлю делаем прибавочку, из 1 вяжем 2. Дальше 2 столбика без накида по кругу, в третью вяжем прибавочку. И так вяжем до нашего маркерочка. И заканчиваем ряд. 2 столбика без накида по кругу. Вот мы дошли до маркерочка. Это мы сделали 4 ряд. Это у нас в работе получается 24 петли. 5 ряд. Вяжем 3 столбика без накида по кругу. В первый столбик одеваем маркерочек. 1, 2, 3 столбика и из 1 2 делаем прибавочку. Опять 3 столбика по кругу. И из 1 делаем прибавочку. 2 петли в 1. И так вяжем до нашего маркера. Два, 3. И перед маркерочком делаем из 1 2, то есть делаем прибавочку. Это мы сделали 5 ряд. 6 ряд. Вяжем 2 столбика без накида по кругу. В первую петелечку одеваем маркерочек. 2 столбика по кругу. Далее делаем прибавку, то есть из 1 вывязываем 2. И дальше вяжем, повторяем, 4 столбика без накида. То есть наше начало мы вязали 2 столбика без накида, прибавочка. Теперь мы делаем 4 столбика без накида и прибавочка. 4 и прибавка. Прибавка. В конце ряда, так как у нас идет между прибавками 4 петли, 2 петли мы сделали в начале ряда и 2 петли должно остаться в конце ряда.
И в итоге получится 4 петли. Провязываем. Так, 7 ряд. Снимаем маркерочек. Вяжем 5 столбиков без накида и прибавка. В первую петлю одеваем маркерок. Заканчиваем ряд прибавочкой. Сейчас мы будем делать 8 ряд. Снимаем маркерочек, делаем 3 столбика без накида. В первый одеваем маркерочек, 2, 3, делаем прибавку. Дальше мы вяжем 6 столбиков без накида. И делаем прибавочку. Опять 6 столбиков без накида. И прибавка. И прибавка. И у нас сделали мы прибавочку, у нас остается 3 петли. То есть мы в начале ряда мы сделали 3 петли, 3 столбика без накида. Так как мы делаем между прибавочками 6 столбиков, то получается 3 в начале ряда петли и 3 петли в конце ряда. Так, снимаем маркерочек. 9 ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. Вот получается у нас какой уже кружок. 7 столбиков без накида и прибавка. Делаем первую петлю. Одеваем маркер. И вяжем 7 столбиков. Первую сделали, еще 6. 6. И прибавка. И в 8 петлю прибавочка.
7. И ряд заканчиваем 8 петля с прибавочкой. Так у нас в работе получилось 54 петли. 10 ряд мы делаем 4 столбика без накида. На первую петлю одеваем маркерочек. 4 петли вяжем. В 5-ю делаем прибавочку. И теперь мы вяжем, мы вязались в предыдущем 7 петель между прибавками. Сейчас мы вяжем 8 петель между прибавками. В 9-ю петлю мы будем делать прибавочку. 2, 3, 4, и прибавочка. Восемь, в 9-ю прибавочка. И так вяжем по кругу. В конце ряда у вас останется 4 петли. То есть 4 петли, так как у нас 8 петель между прибавками, 4 петли мы делали в начале ряда и заканчиваем ряд тоже 4 столбика без накида. Вот такой прекрасный уже получается у нас донышко. Следующий у нас 11 ряд. Делаем 9 столбиков без накида, прибавка. В первую петлю одеваем маркерочек. Восемь, 9 и в 10-ю делаем прибавочку. И в последнюю петлю делаем прибавочку. Сейчас мы будем вязать 12 ряд. 12 ряд мы вяжем 5 столбиков без накида. В первую одеваем маркерочек. Три, 4, 5. Делаем прибавочку. И дальше мы вяжем 10 столбиков без накида. И в 11 делаем прибавку. И так мы вяжем по кругу. 10 столбиков без накида и прибавочка в 11. Сделали прибавочку, и у нас остается 5 петель. То есть мы 10 петель у нас между прибавками, 5 мы сделали в начале ряда и 5 петель делаем в конце ряда. То есть 5 столбиков без накида в конце ряда. Вяжем 13 ряд.
13 ряду мы вяжем 11 столбиков без накида, а в 12 делаем прибавочку. В первую петельку одеваем маркерочек, вяжем 11 столбиков без накида. И в 12 делаем прибавочку. И так вяжем по кругу до нашего маркера. Сейчас мы делать будем 14 ряд. 12 у нас 13 петель, в одну мы делаем прибавку, а 12 делим пополам, то есть мы вяжем в начале 6 столбиков без накида, прибавка, вяжем 6 столбиков без накида в первый маркерочек, делаем прибавку, и сейчас вяжем 12 столбиков без накида и в 13 делаем прибавочку. Тринадцатую прибавочку. И так мы вяжем до конца ряда. В конце ряда мы делаем 6 столбиков без накида, то есть у нас 12 петель между прибавочками, 6 петель мы сделали в начале и заканчиваем 6 столбиков без накида. Снимаем маркерочек. Еще один момент. Какой же связать нам ширину нашего донышка? Для этого можно использовать формулу обхват головы разделить на π, то есть 3,14, и отнять 1,5-2 сантиметра. Даже можно 1,5 сантиметра. 15 ряд. 15 ряд мы немножко уплотним, чтобы красиво смотрелся край донышка нашей шляпки. Я для этого беру такую же самую нитку в 2 сложения и ввязываю ее по кругу вместе с петлями. И 15 ряд мы вяжем 13 столбиков без накида, в 14 делаем прибавку. Итак, 13 столбиков. Первую делаем маркерочек, вешаем и вяжем 13 столбиков. Ниточку ложим вдоль вязания уплотняющую. Уплотнить можно и леской, можно ригелином, что у вас будет под рукой, на что будет желание. Когда мы доходим уже до края,
у нас остаются края, мы их соединяем вместе с одной стороны и с другой и продолжаем ввязывать их по кругу. Края немножко оставим, чтобы потом можно было разровнять, подтянуть, а лишнее потом срежем. Петлю делаем прибавочку. Теперь подтягиваем, разравниваем и лишнее срезаем. Вот получилось у нас 15 рядов. В работе у нас 90 петель. Теперь можно это все припарить и будем работать дальше. Я пошла парить. Как видите, у нас получился идеальный круг. У нас нету углов. По этой схеме, если вязать круг, даже не только в шляпке, а если вы, допустим, там будете вязать сумочку там, или коврик, все равно это будет идеальный круг, потому что он у нас идет без углов. Итак, меряем. У нас получается 18 сантиметров наше донышко. Ну а теперь будем вязать по прямой, без всяких прибавок. Рядов 15-17. Будем смотреть, как нам больше понравится. Теперь мы вяжем по прямой 15-17. Первый ряд. Первая петелечка, одеваем маркерочек и вяжем без прибавлений. Так, вот у нас получилась вот такая вот тулья такая вот. У нас получилась она 9 сантиметров. Я связала 17 рядов. Ну и теперь приступим к полям. Для того, чтобы приступить к полям, мы край последнего ряда край мы пройдем соединительными петлями. Это значит, что мы вытягиваем петлю и протягиваем вместе с петлей. То есть мы делаем полустолбик без накида. Сильно слабо вязать не будем, и потому что этот край у нас будет как бы закрепляющий для того, чтобы шляпка ваша не растягивалась на голове. Вот такой вот край у нас получается. Вот мы прошли ряд, и теперь мы будем делать прибавление на поля. Каким образом мы это будем делать? У нас в работе 90 петель. Делим это количество петель на 6. То есть будет 6 петель прибавляться с каждым рядом. У нас получается 15 петель. То есть в каждую 15-ю петлю в первом ряду мы делаем прибавочку. Я сначала в первую петлю делаю прибавку. Это вяжем столбики без накида. 1, 2. И на последнюю прибавочную петлю одеваю маркерочек. Дальше вяжу 14 столбиков без накида и вяжем их в петли соединительные, которые мы прошлись. Конечно, это будет немножко трудно сделать, потому что они как бы тугие такие. Но это надо.
Значит, мы вяжем, сделали первую прибавочку, 14 петель, и в 15 опять делаем прибавочку. В 15 делаем прибавочку, то есть мы вяжем 2 столбика без накида в одну петлю, и на вторую петлю прибавочную опять одеваем маркерочек. Опять вяжем 14 петель и в 15 делаем прибавочку. Второй ряд мы провязываем, мы начинали с прибавочек, провязываем 2 прибавочки, то есть эти петли прибавки, это 2 столбика без накида, снимаем маркерочек, в соседнюю петлю от нашего маркера, от последней прибавки влево, делаем прибавку в соседнюю петлю одинарную, делаем прибавочку. И опять на последнюю петлю прибавки одеваем маркер. Так мы вяжем до следующего маркера. То есть мы петлю, где маркер, мы провязываем. У нас прибавляются петли. И получается уже 15. Мы провязываем петлю там, где у нас маркерочек, и в соседнюю петлю от этого маркера делаем прибавку. И одеваем маркер. И таким образом прибавочки у нас будут смещаться влево. Опять вяжем по прямой, в петлю последнюю делаем там, где у нас маркер, и в соседнюю петлю от маркера делаем прибавочку. И так мы вяжем 10 рядов. Начало вязания можете отметить каким-нибудь другим цветом маркера, но чтобы вы запомнили, что здесь мы начинали вязать и здесь будем заканчивать. И таким образом эти прибавочки у нас будут идти по спирали. Мы вяжем без столбиков подъема по кругу, делаем прибавки в соседние петли от маркера слева. У вас будут узлы, так как у нас несколько моточков, как их спрятать? Мы вытягиваем нитку. Провязываем. Теперь этот концы от узелка прокладываем вдоль шляпки и ввязываем их.
Это так же самое, как мы уплотнитель ввязывали. И вот, как видите, узелка не видно, и он спрятан. Лишнее потом обрежете. И все. И ваши края будут спрятаны. Вот чистенькая работа получается. Так, 10-й ряд мы заканчиваем, но не довязываем до нашего маркерочка, который мы ставили в начале, когда делали делали прибавочку, так как у нас с прибавочками он ушел. И сейчас по петелькам, по прибавкам, если посмотреть вот по линии, вот наша первая прибавочка, которую мы делали в первом ряду. И напротив нее мы делаем последнюю петлю. И сейчас 11-й ряд мы будем ввязывать уплотняющую ленточку, так как мы делали в донышке. Только я ее взяла в 3 сложения, чтобы она была плотнее. И ввязываем 11-й ряд без прибавок, просто пройдем по кругу. В конце ряда петли так же само закрепить, как мы закрепляли в донышке. Вот такая шляпка у нас получилась. Красивая, оригинальная. Смотрится как соломка. Плотненькие края получились. И теперь можно ее украсить. Можно связать из этой же пряжи просто воздушными петлями вокруг, обвязать и завязать на бантик. Можно кружевными лентами, атласными. Мы решили ее украсить черной ленточкой с бантиком. И вот так вот смотрится наша шляпка. Это тренд этого сезона, поэтому вы должны себе связать такую шляпку. Ну и теперь о сюрпризе. Мы объявляем конкурс на самое лучшее оригинальное название к шляпке канатье. Вы не ограничены в своих фантазиях, поэтому мы принимаем любые версии в любой форме. И какие же условия конкурса? Вы должны быть подписаны на наш канал, обязательно поставить лайк под этим видео, поделиться в своих соцсетях этим видео, конечно же в комментариях оставить свою версию. Конкурс будет длиться неделю после выхода видео в эфир, и по истечении недели мы определим победителя, который получит вот такой вот набор пряжи для вязания такой шляпки. Всем удачи и всем пока и сладких вам петелек!